Здесь у меня лежат все детали комода. Он довольно-таки небольшой и сборка очень простая. С помощью данного кондуктора мне сейчас надо будет сделать 8 сверловок в корпусе. Собираю корпус. Здесь 3 ящика с фасадами. Делаю ящики. Навешиваю фасады и давайте поэтапно показываю. Начинаем сразу со сверловки. На данный кондуктор я, как всегда, ссылочку буду оставлять внизу в описании. Плюс еще буду дальше использовать кондуктор для установки направляющих под ящики. Но это все по порядку. Итак, хочу немножко рассказать, как сделать сверловку, получается, нижней части и верхней части данного комода. Боковая часть, так как я использую, получается, мини-фикс, креплю его изнутри. Соответственно, снаружи данного крепления не видно. Панель 36, мне надо отступить, получается, 27 мм. Почему 27 мм? Берем 36 минус 9. Сверловочка на 9 мм делается в 18 панели. Соответственно, в 36 я также делаю сверловочку на 9 мм, отступаю от 36,9, получается 27. После этого беру по данной уже разметочке, ставлю кондуктор. Здесь сбоку есть боковые прорези. Соответственно, смотрите по разметке, выставляетесь в центр, фиксируете. Вторая у нас идет керним под сверло, сделать сверловку на 5 надо будет. И 8-м сверлом уже под шкант проходим. Ну и так делаем 4 сверловки. И вот то, что я накернился, сразу показываю. Сверлом на 5 прохожу под мини-фикс. Вот что у нас получается. Остается убрать карандаш. Можно его также оставить, потому что он вовнутрь идет. Можно убрать. Ваше желание. Я убираю с помощью эластика. Неоднократно показывал уже в предыдущих видео. Вот так вот это легко убирается. Закончил присадку данных деталей, сейчас буду устанавливать мебельные опоры. Почему я именно сейчас буду устанавливать? Чтобы мне потом не переворачивать комод и, соответственно, не возиться с этим. Сразу устанавливаю на нижнюю часть и после этого только собираю комод. Давайте сейчас размечаю, показываю, как размечаю, все подробно. И для начала, перед тем, как разметиться, мне надо будет все вот эти 4 выкрутить сами опоры и установить там, где необходимо. Итак, раскрутил данные опоры все, разложил, чтобы не попутать, где было. Кто его знает, может чуть-чуть резьба где-то отличается, хотя да, резьба должна быть одинакова. Но суть не в этом. Как я ее устанавливаю? Я беру, отступаю 2 см с каждой стороны, размечаюсь сразу, прочерчиваю, делаю такой уголок. Для чего? Для того, чтобы я мог вот так вот подставить
сделать сверловочку. Здесь надо будет 4 сверловки крепить. Буду на саморезы 20-ку. Вполне достаточно. И также вторую размечаю. Получается 2 сантиметра. Смотрим сразу 2 сантиметра сюда. Так как мы знаем, здесь получается у нас так. И также делаем такой угол сюда. Все, остается мне засверлиться, накрутить ножки и собрать мой комод. Итак, я все разметил ножки, где они должны стоять. Теперь закручиваю на 20-е шурупы. Сразу не спешу полностью закручивать до конца. Наживляю 2 крайних, крест-накрест. И после этого закручиваю. Также я сделаю остальные 3 штуки. Также крест-накрест. Все, конечно, 3 штуки не буду показывать. Сейчас закручиваю просто эти 2. И теперь накручиваю назад ножки. Делаю последних 2 и дальше собираем комод. Итак, установил все опоры. Теперь переворачиваю и начинаю сборочку комода. Ложу свой органайзер назад. Так, начинаем как обычно. Я это делаю с клея. Заливаю под шканты. Плюс в том, что оно сразу, получается, фиксируется очень надежно. Минус в том, что данное изделие вы потом будете очень тяжело разбирать. Но так как данное изделие я не планирую разбирать, я его делаю, соответственно, на совесть. И теперь закручиваю мини-фиксы. Но они же с эксцентриковой стяжкой. Кому как угодно. Теперь беру боковину, также в отверстие под шкант заливаю клей и ставлю на место данное изделие. Теперь остается подтянуть эксцентрик. Теперь вторую боковину и, соответственно, верх комода.
Теперь также проливаю клеем, перед тем, как посадить крышку. И ложу уже на место. Но иногда надо так чуть-чуть подстучать, чтобы она встала на свое место. И теперь остается затянуть эксцентрики. Итак, для завершения сборки основания комода мне сейчас остается поставить поперечину, для того, чтобы не было этого бокового шата, и собрать полки.
Но что подробно я уже говорить не буду, как устанавливать данные направляющие для ящиков. Если ни одно видео мне про данный кондуктор показывал, как это выставить, как это сделать. Я просто сейчас, как видите, уже зафиксировал. Фиксирую последнее и ставлю ящики, соответственно, дальше ставлю фасады. Кому интересно будет про данный кондуктор посмотреть, я оставлю в рекомендациях ссылку на данное видео. Можете посмотреть также предыдущие ролики, которые я снимал по письменному столу, также можете увидеть. Делал там тоже направляющие и, соответственно, все подробно рассказывал. Итак, закончил установку фасадов. Как вы видели, посадил на двухсторонний скотч. Теперь мне надо закрутить два шурупа здесь, два посередине и два с этого края.
Итак, давайте сейчас покажу, как установить. Подробно я рассказывать не буду, потому что уже неоднократно рассказывал, как устанавливаются ручки. Показываю, фиксация получается 3 шурупами. Выдвигаю свой ящик. Знаю длину ручки 60 сантиметров. Размер, получается, ящика мне также известен. У вас может быть другой ящик. Прикладываете, смотрите с каждой стороны, чтобы было одинаковое расстояние. Здесь у меня получилось 25,9, и с другой стороны 25,9. Ставлю рисочку. И потом по этой рисочке аккуратненько прикладываю ручку. Смотрю, чтобы она легла. И все, что мне остается теперь сделать, для своего удобства, кстати, я наклеил с другой стороны двухсторонний скотч, поэтому она так красиво и легла. Пользуюсь вот такой лентой, как и фасады я показывал, клею точно так же, легко, потом все засверливается, все ставится и все идеально. И все, мне остается сейчас засверлиться, закрутить шурупы, установка завершена. Сразу наживляем. Вот на этом установка данной ручки завершена. Сейчас покажу, как она выглядит на комоде. Вот так вот данная ручка смотрится на данном комоде. Чем они мне нравятся? Тем, что они сильно не выступают. Да, конечно, можно было бы сделать сюда, заказать ручку. Но я решил все-таки, мне данный дизайн очень нравится. Я заказал данную ручку, чтобы я мог вот так вот сверху брать. Итак, завершил полную установку данных ручек. Вот так вот выглядит комод с ними. Довольно-таки удобно в использовании. Вот так вот выглядит данный комод у меня в комнате. И подробно в данном видео показал все этапы сборки. Если кому-то будет интересно его размер, пишите, я обязательно ставлю в закрепленном комментарии размеры. Но еще раз напоминаю, это индивидуальный раскрой, поэтому вам надо будет промерить комнату примерно, для того, чтобы ваш дизайн обязательно вписался в комод. Или просто, соответственно, уменьшайте размеры, или увеличиваете, получается, ширину. Он у меня узкий сделан, как видите. Потому что комната данная маленькая. Сюда еще надо было поставить кровать, как видите, с края вот ее видно. Но это отдельное будет видео по сборке кровати, и, соответственно, будет потом обзор всей комнаты. Спасибо за ваш просмотр и до встречи в новых видео. Всем пока-пока!